Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Напоминаю вам, что если вы впервые на моем канале, то стоит подписаться, потому что впереди будет еще очень много интересных роликов. Сегодня же наша любимая с вами клиентка с вверхрастущими ногтями. Вы видите, насколько высоко взлетают ее ноготочки. Сегодня мы, как обычно, будем их опускать. К сожалению, вот такая вот проблема с вверхрастущими ногтями, она практически не корректируется. То есть ногти как росли вверх, так всю жизнь они расти и будут. И каждую коррекцию наша основная задача – это опускать им нижние направляющие для того, чтобы выровнять их по оси пальчика и сделать визуально их ровными. Но для того, чтобы это совершить, нам еще нужно будет нанести довольно-таки много материала в районе ногтевого ложа, потому что ногтевое ложе у нас тоже проваленное. Наш кончик ногтя получается выше, чем ногтевое ложе. Поэтому нам нужно будет добавить там материала и довесить нижние направляющие. Для того, чтобы их было удобнее довешивать, свои натуральные нижние я спиливаю очень узко, для того, чтобы нижние из материала легли в более толстый слой. Конечно же, нам нужно выровнять максимально поверхность, отодвинуть кутикулу, убрать триги, нанести праймер, базовый гель и начать архитектуру. В данном случае лучшим моделирование будет акрилатик, потому что акрилатик никуда не утекает, и именно этим материалом можно выстроить на воздухе не хватающие части ногтей, и они будут себя замечательно там чувствовать. Также вот эти вещи будет очень удобно выполнить акрилом, а вот гелем средней вязкости будет выполнить не очень удобно, потому что он будет растекаться, утекать, заворачиваться под низ, в общем, делать все что угодно, только не стоять на том месте, на котором нам необходимо. После того, как мы просушили наш материал, берем фрезу, снимаем явно лишние остатки материала и потом допиливаемся пилочкой по схеме квадрат. Схема опила квадрата, миндаля, сквло овала уже есть на канале. Вы должны были это все видеть. Если не видели, обязательно посмотрите, будет безумно интересно. Ну и, конечно же, теперь с внутренней части вставляем наши нижние на место. На этом пальчике я сделала одно неверное движение фрезой и, как видите, отколола небольшой кусочек той нижней, которую так долго довешивала. Но, как показала практика, не критично я ее отколола, поэтому она немножечко вверх задралась, но тем не менее не так сильно, чтобы прям
биться от этого в истерике. Ну и, собственно говоря, если исправлять эту ошибку, это надо заново полностью перекладывать ногти. К сожалению, на это времени нет. Скоро следующая клиентка. Поэтому оставляем этот ноготочек немножечко со скругленным уголочком. На следующей коррекции этот уголочек довесим. Мы же тем временем покрыли ногти моим любимым сиреневеньким цветом. Сиреневенький цвет потрясающе красиво смотрится на любых руках, безумно красиво смотрится в сочетании с желтым, кстати, вы видели это на канале. И на этот же сиреневенький цвет мы будем цеплять блесточки, потому что, видите, у меня там безымянный пальчик в блесточках красивый сиреневенький. Именно этот пальчик клиентка увидела, сказала, мне надо такие все сразу одновременно, поэтому мы ей такие все сразу одновременно делать и будем. Ну, а на безымянный пальчик и на большой делаем китайскую роспись. Самая простая, самая быстрая техника росписи ногтей. Берем кисточку, сразу же в одно движение прорисовываем красивый светотеневой листик, забиваем цветочками всю нашу поверхность, украшаем им серединки, и в принципе на этом дизайн готов. Реально сама по себе роспись занимает, ну, минут 10 максимум. То есть это довольно-таки простой и очень быстрый технический момент, который позволяет добиться вам потрясающего результата. Ну, про онлайн-курс китайки вы уже слышали, я не буду вам напоминать, ссылочка, как обычно, в описании. У нас же сейчас на этом курсе просто кипит работа, очень много людей занимаются, стараются, выписываем сначала прописи, разрабатываем руку, изучаем мазочки. Ну и, собственно говоря, есть люди, которые уже практически сдали программу и рисуют в свое удовольствие. Курс на целых полгода рассчитан, поэтому я не знаю, по-моему, там у Жанны будет уже 100 типс с этого курса готовых. Ну и пока я вам здесь разглагольствовала, мы тем временем добавляем зелененьких лепесточков. Мелкими движениями такие рваные лепесточки у нас получаются, очень интересно. Получаются светло-зеленые, красивые, свеженькие листики. Теперь нам осталось немножечко бликануть наши лепестки и украсить сердцевинки цветов.
Собственно говоря, все, вот такие ноготочки у нас получились, безумно красивые, очень ровненькие, очень замечательные. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!